Григорий Распутин – одна из самых загадочных фигур в истории России. Кто же был этот простой сибирский крестьянин, оказавшийся в самом сердце императорской семьи? Распутин родился в селе Покровском, Сибири, о его детстве и юности известно немного. В 20 лет он женился и стал отцом, но вскоре временно оставил семью и отправился в паломничество по святым местам. Он вел жизнь странника и подвижника, ходил босиком, преодолевая десятки километров в день. Подолгу постился, жил на подаяние. Постепенно он прославился как человек, способный исцелять болезни и предсказывать будущее. В монастыре Верхотурья Распутин, вероятно, соприкоснулся с народной мистикой, движением вроде хлыстов и другими формами религиозного поиска, что позже отразилось в его взглядах и поведении. Однако он не стал монахом и никогда не считался настоящим старцем. Скорее, он принадлежал к числу так называемых «божьих людей», странствующих проповедников, живущих вне монастыря и призывающих к покаянию. Несколько его записей дошли до нас, но они не дают полного представления о его взглядах. Это лишь подтверждает, что особой или тем более еретической доктрины у Распутина не было. Известность к нему пришла в Казани. В то время православие в России переживало сложный период. На фоне общего упадка сохранились очаги духовного возрождения, но параллельно рос интерес к чудесам, пророчествам и юродивым. Это касалось и столицы, и царского двора. Кроме православных чудотворцев, в ту эпоху в России был и французский авантюрист Филипп Антельм Нитье. Он устраивал при дворе сеансы гипноза, занимался пророчествами и даже черной магией. Говорили, что он вызывал призрак императора Александра III, который якобы передавал царю важные решения. В 1903 году Распутин приехал в Санкт-Петербург, вероятно надеясь на поддержку святого Иоанна Кронштадтского. Однако тот встретил его холодно и не одобрил. Позже ходили слухи, что он осудил Распутина или даже назвал его своим преемником. Но эти рассказы, скорее всего, были выдумками приближенных для укрепления авторитета. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Духовник царской семьи, епископ Феофан Быстров, познакомил их с Распутиным, представляя его как простого, но благочестивого русского крестьянина. В 1907 году Распутину приписывают чудесное облегчение болезни царевича Алексея, единственного наследника, страдавшего гемофилией. Современные исследователи считают, что эффект от лечения заключался в отказе от аспирина, лекарства, которое тогда не знали, что разжижает кровь и усиливает кровотечение. Таким образом, Распутин невольно помогал, просто не допуская применения вредного средства. Врачи же полагали, что силы Распутина объясняются гипнозом. Феликс Юсупов утверждал, что Распутин лечил Алексея тибетскими травами от целителя Петра Бадмаева, но эти рассказы опровергаются. Сам Распутин не интересовался гипнозом до 1913 года, а заявления Юсупова считаются сомнительными. Именно болезнь царевича Алексея, страдавшего гемофилией, прочно связала Распутина с царской семьей и объясняла его устойчивое влияние. Поскольку болезнь держалась в секрете, появление при дворе простого крестьянина вызывало недоумение и порождало мрачные слухи, особенно на фоне его сомнительной репутации. Этим активно пользовались противники Романовых, чтобы подорвать доверие к власти. Слухи о прочности Распутина частично основывались на реальных событиях, но чаще всего были преувеличены или выдуманы. Их распространяли бывшие соратники, епископ Гермоген и иеромонах Илеодор, связанные с черносотенным движением. Гермоген даже ударил Распутина распятием и был за это сослан в монастырь. К 1911 году история с Распутиным стала общенациональным скандалом. Столыпин направил царю доклад, и Распутин был выслан, но вскоре возвращен по настоянию царицы. В 1912 году с критикой выступила и Дума. Церковное расследование, проведенное епископом Алексеем, не нашло улик связи Распутина с хлыстами, но слухи не утихали. На Распутина было совершено покушение. В его родном селе Покровском женщина по имени Хиония Гусева ударила его ножом в живот. На допросе она заявила, что считает его антихристом и хотела избавить Россию от зла. Также говорила, что мстила за подругу, якобы пострадавшую от Распутина. Некоторые газеты поспешили заявить, что Распутин убит, но потом вынужденно его воскрешали на своих страницах. Считалось, что она действовала под влиянием взглядов иеромонаха Илеодора, бывшего соратника Распутина, хотя его участие не доказано. Ранее он вместе с епископом Гермогеном открыто выступал против него. После покушения Илеодор бежал за границу, где написал мемуары, наполненные смесью фактов и вымысла. Позже он пытался сотрудничать с большевиками, называл себя патриархом в изгнании и даже стал баптистом. Распутин не занимался политикой, но открыто поддерживал самодержавие. Перед началом Первой мировой войны он выступал против войны с Германией. Когда Николай II отправился на фронт, управление страной перешло к царице Александре, на которую Распутин сильно влиял. Митрополитом Петрограда стал его ставленник Петерим, сменив его критика Владимира Богоявленского. Тайная полиция начала расследование жизни Распутина. Один из следователей был шокирован увиденным и описал его поведение как самое позорное и развратное. Но когда доклад попал к царю, тот отказался верить. Для него Распутин
оставался святым человеком. Обвинителей отправили в провинцию или на фронт. Часть обвинений действительно была сильно преувеличена или вовсе недостоверна. Противники Распутина также обвиняли его в близости к евреям. Его секретарем был торговец бриллиантами Арон Симанович. Эти обвинения отражали не столько факты, сколько распространенные в ту эпоху антисемитские настроения, особенно среди черносотенцев, части духовенства и депутатов. Во время Первой мировой войны в народе Распутина называли немецким шпионом. Прямых доказательств не было, но в его окружении действительно были германофилы. Свое влияние он использовал для увольнения одних министров и назначения других, чаще не по профессиональным качествам, а по личной преданности. В Думе депутат-черносотенец Владимир Пуришкевич произнес ставшую знаменитой фразу «Пока жив Распутин, мы не можем победить». Эти слова подтолкнули князя Феликса Юсупова и других заговорщиков к устранению Распутина. Существует версия, что в этом был замешан Лондон. В Англии также считали его вредным для войны на Восточном фронте. Убийство Распутина обросло легендами, но следствие показало, что яда, скорее всего, не было, и умер он не от утопления, воды в легких не нашли, а от огнестрельного ранения. Показания Юсупова со временем менялись. После бегства из России он писал мемуары, возможно, приукрашивая историю о безумном монахе ради продаж и сохранения богатого образа жизни в эмиграции. После падения монархии Временное правительство провело расследование и не нашло доказательств его связей со светскими дамами. Керенский решил помиловать убийц и дал приказ найти могилу Распутина и сжечь тело. После прихода к власти большевики сделали из Распутина символ морального разложения царской эпохи, чтобы использовать его образ в пропаганде против монархии. Распутин стал легкой мишенью для интриг и слухов придворного общества. Несмотря на скандалы, он оказал значительное влияние на судьбу страны. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением и предлагайте идеи для улучшения контента.